I want to talk just in general for a few minutes about the book of Revelation. Я хочу просто в общем поговорить несколько минут о книге Откровения. Because there are a lot of myths about the book. Много мифов об этой книге. A lot of things people think about the book that are not true. И многие люди думают об этой книге, что не является правдой. They think that the book is complicated. Люди думают, что книга какая-то очень сложная. Maybe a little. Ну, может быть, слегка. But you have the tools to handle everything in this book. Но у вас есть инструмент, у вас есть средства правильно разобраться со всем, что есть в этой книге. Everything that you learned last week in Daniel will equip you to handle this book with no problems. Все, что вы изучали на прошлой неделе в книге Даниила, оно вас снарядит и подготовит к тому, чтобы правильно разобраться с Откровением, без всяких проблем. Because like the book of Daniel, the book of Revelation is apocalyptic literature. Поскольку, подобно книге Даниила, книга Откровения — это также апокалиптическая литература. So much so that its very name is the apocalypse. И настолько она как бы близко к апокалиптическому жанру, что даже ее оригинальное название на греческом — это апокалипсис. And really, this is the book that gives the name to the whole genre of literature. И, кстати, именно от этой книги пошло название всего жанра литературы. And so we might expect, as apocalyptic literature, it has a lot of symbols or signs. И потому мы можем ожидать, что, подобно всем другим апокалиптическим книгам, в ней много будет символов, знамений. Apocalyptic literature is characterized by its extensive use of symbols or signs. А в апокалиптической литературе вообще ее характерная особенность то, что используется много символов или знамений. Symbols or signs. Символов или знамений. Okay. That was on your test last Friday. Это было на вашем экзамене в прошлую пятницу, да? It might also be on your next test this coming Friday. Это может даже всплыть на вашем следующем экзамене, кто знает. And so, in order to interpret symbols or signs, we look at the immediate context of the parallel passage. И для того, чтобы истолковать эти символы и знамения, мы смотрим в ближайший контекст и параллельный отрывок. And for the book of Revelation, there is no greater parallel passage than the book of Daniel. И если речь идет о книге Откровения, то нет для нее лучшего параллельного отрывка, чем книга Даниила, Which you guys have already studied. которую вы, ребята, уже изучили. So you're ready to go. И поэтому вы готовы вперед с шашкой, с песней следовать. Also, people think that there's a lot of mystery that's hidden in this book. А также многие люди думают, что очень много тайн в этой книге заложено. Which is exactly backwards. И на самом деле все с точностью да наоборот. This is not the book of hidden things. Это не книга скрытых тайных вещей. This is the book of unfolding. Это книга, где все открывается. Это книга Откровения, где все объясняется. Opening. Открытие там. Revealing. Явление, откровение. And so we are very blessed to study this book. И потому это большое благословение для нас изучать эту книгу. We even have a verse in chapter 1 that tells us we are blessed if we read this verse. У нас даже есть стих в первой главе, который говорит нам, первая глава, первый стих. Revelation 1:3. Простите, первая глава, третий стих, который говорит нам, что мы блаженны, если читаем эту книгу. Blessed is he who reads. Блаженны или благословенны читающие и слушающие слова пророчества сего. And those who hear the words of the prophecy. Блажен читающий, слушающий слова пророчества сего. And heed the things which are written in it, for the time is near. И соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. We discussed last week with Daniel that an expression like the time is near can mean different things to different people. И мы с вами уже обсуждали на прошлой неделе, говоря о Данииле, что выражение «время близко» может разные вещи означать для разных людей. Because for us, 2,000 years ago seems like a long time. Поскольку для нас период в 2000 лет кажется очень долгим временем. And the Apostle John wrote these words in 96 AD. Апостол Иоанн написал эти слова в 96 году нашей эры. And so it seems like the time is near cannot be true because it's been almost 2,000 years. И кажется, что вот эта фраза «время близко», она не может быть правдой, потому что уже 2000 лет почти прошло. But really, for God, it's only been a couple of days. На самом деле, для Бога это просто несколько деньков пролетело. Which is not as long as it's been since I've seen some of you. И, кстати, это не так давно, вот буквально несколько дней назад я видел некоторых из вас здесь, в этой аудитории. Some of you I saw on Sunday, that was a couple of days ago.
То есть вот прошло суббота, воскресенье, понедельник. Вот это было несколько дней назад, пару дней назад мы с вами виделись. Many of you I saw on Friday, that was only 4 days ago, not long at all. То есть кого-то видел в воскресенье, там прошла пара дней, кого-то видел в пятницу, там прошло 4 дня максимум. Не так долго. Близко. So the time is near is not a problem for us. Поэтому то, что время близко, для нас проблемой быть не должно. Neither is the very last promise in the book in chapter 22. И обратите внимание на самое последнее обетование в этой книге, в главе 22. The final promise in all of Scripture is, "Behold, I come quickly." Финальное, последнее обетование во всем Писании, это 22 глава, 20 стих. «Се гряду скоро», или «Ей гряду скоро». To which we all respond, "Amen, come, Lord Jesus." И на это мы все, конечно же, отвечаем «Аминь, ей гряди, Господи Иисусе». Okay? So we're going to have fun with this book this week. Поэтому нам будет довольно весело изучать эту книгу на этой неделе. I believe the book is very understandable. Я верю, что книга вполне понимаемая, то есть ее легко понять. It is straightforward in the things that it declares. Она совершенно ясная и прямая в отношении того, тех событий, которые она провозглашает. And it really only becomes complicated for the people who make it complicated. И вообще говоря, книга усложняется лишь для тех людей, которые сами себе ее усложняют. And there is no reason to do that. И вообще нет никаких оснований эту книгу усложнять. Okay. Everybody has a notebook already? У всех есть с собой конспекты. Okay. That's it. Masha, thank you. Да. У тебя Маша, thank you. Yeah. Да. She made these notes. Да, скажите на перерыве Маше спасибо, что она для вас их распечатала. Okay. Our manuscripts have various titles. В рукописях книги Откровения книги даются разные названия. Sometimes it is just simply Apocalypsis. Иногда это просто Апокалипсис. Or Apocalypsis Ioannou, the Revelation of John. Апокалипсис Иоанна, то есть Откровение Иоанна. Some of the manuscripts are labeled Apocalypsis Jesu Christu, the Revelation of Jesus Christ. Некоторые рукописи называются Апокалипсис Иисуса Христа, то есть Откровение Иисуса Христа. It's probably the most common title on all of the Greek manuscripts that we have found today. Это, наверное, наиболее распространенный термин в греческих манускриптах, который мы находим в наши дни. Have you had classes before on Greek manuscripts? У вас уже были, вот в этом году, был уже курс по греческим рукописям, да, библиология. You've learned some things. We have thousands of New Testament manuscripts. Вы там, наверное, что-то узнали. У нас тысячи есть новозаветных манускриптов. And in all of those manuscripts we have more than 60 different titles for the book of Revelation. И вот из этих тысяч манускриптов, простите, у нас есть порядка 60 разных названий для книги Откровения. And a man named Hoskier collected all of them together. И человек по имени Хаскиер, он собрал все эти рукописи вместе, все книги, все рукописи Откровения. And he made a collation of every Greek manuscript of Revelation. И он сделал вот такую как гармонию или подборку всех греческих рукописей книги Откровения. And he compiled a list of all the different titles. И он, кстати, собрал вместе все разные названия книги. And so I included for you the longest title for the book. И я тут в конспект включил для вас самое длинное название для книги. It is the revelation of the all-glorious evangelist, bosom friend of Jesus, virgin, beloved to Christ, John the theologian, son of Salome and Zebedee, but adopted son of Mary, the mother of God, and son of thunder. Откровение всеславного евангелиста, ближайшего друга Иисуса, непорочного, возлюбленного Христова, Иоанна Богослова, сына Саломы и Зеведея, но приемного сына Марии, Матери Божией, и сына Грома. I'm not going to call it that. Ну, я бы так, конечно, книгу не называл. I'm just going to call it Revelation. Я бы ее просто назвал Откровение. Okay. It was written by the Apostle John, the brother of James, the son of Zebedee. Она действительно была написана Иоанном, братом Иакова, сыном Зеведея.
And being written in 96 AD, he was over 80 years of age. И написана книга была примерно в 96 году, и уже Иоанну на тот момент было 80, порядка 80 лет уже. I believe John was very young in 33 AD. Хотя Иоанн был в 33 году еще совсем молодой, так сказать, в самом расцвете сил. In fact, he may have been 14 or 15 during the time of the gospel record. Ну, вообще говоря, во время евангельских событий ему могло быть даже 14-15 лет. Could have even been 12 or 13. Даже 12 или 13. And it's interesting because there's so much of the Apostle John that parallels Daniel, as we studied last week. И это интересно, поскольку столько мы видим у апостола Иоанна параллелей с книгой Даниила. Remember, Daniel was over 80 years of age when he was in the lion's den. Помните, что Даниилу было 80 лет, когда он оказался в пещере с львами. So when Daniel finished his life and finished his writings, he too was a very old man. И когда Даниила заканчивал уже жизнь свою и заканчивал писать свои книги, он также был уже весьма пожилым человеком. Okay, and I have some more notes here also about the genre of apocalyptic literature. Я включил в заметки еще немножко информации о жанре апокалиптической литературы. Things that we studied last week and don't have to repeat today. Это то, что мы уже изучали на прошлой неделе, не обязательно это сейчас повторять. I want to highlight, though, some ideas. Тем не менее, я хочу подчеркнуть некоторые идеи. We can think of the book of Revelation in different ways. Мы можем по-разному вообще мыслить о книге Откровения, по-разному ее себе представлять. We obviously have a New Testament with 27 books. Очевидно, у нас есть Новый Завет, в котором 27 книг. And so we can think that Revelation is the conclusion to the New Testament. И мы можем видеть книгу Откровения как своего рода заключение всего Нового Завета. And that's Завершение correct. Нового Завета. И это правильная точка зрения. Obviously, we have an entire Bible Конечно же, у нас есть еще и целая Библия при этом, with 66 books. которая 66 книг. And we can think of the book of Revelation as the conclusion to the entire Bible. И мы можем видеть книгу Откровения как заключительный аккорд всей Библии. And that would also be very correct. И это также будет весьма корректная, правильная точка зрения. But I would also like to think of Revelation in a third way. Но также я хотел бы видеть книгу Откровения еще и третьим способом. That's maybe not as intuitive as these others. И вот такой взгляд вот мой на книгу Откровения может быть не настолько интуитивно ясен, как предыдущие два. Because when we think about the New Testament, of course, we have the Gospels. Потому что когда мы думаем о Новом Завете, конечно же, мы знаем, там есть Евангелие, And we have the epistles. есть послание, Okay. We also have the book of Acts, также есть историческая книга Деяний. which serves as the history of the early church, Это своего рода история ранней церкви. kind of a continuation of the Gospels Такая своего рода продолжение Евангелия, that bridges from the Gospels to the epistles. которая является своего рода мостом, книга между Евангелиями и посланиями. And then we have Revelation. И вот у нас есть книга Откровения. Revelation is different. Откровение книга, она отличается от других, не такая, как все. It's kind of like the, do you understand the duck-billed platypus? Duck-billed. Didn't think so. Okay. Yeah, duck-billed. Duck-billed platypus. Ooh, I'm making it really hard for my translator today. There is an animal. Это книга своего рода утконос среди книг Библии. То есть, понимаете, такое странное животное, которое вроде млекопитающее, а нос как у утки, да, но и не птица, и не рыба, не пойми что. And it's kind of a strange animal. Какое-то странное животное. His Latin name is Ornithorhynchus paradoxus. Латинское название утконоса это вот That's a Latin name for this. Да, Ornithorhynchus paradoxus. And it's a paradox. Да, и это животное, оно какой-то парадокс. Because he looks like a mammal. Выглядит как млекопитающее. Has milk, produces milk to nurse their young. Оно
кормит молоком, ну, то есть мать, самка кормит детенышей молоком, but it lays eggs like a bird or a fish. но при этом откладывает яйца, And it's got a bill like a duck. как будто птица или рыба, и у нее клюв еще как у птицы. Strange animal. Странное какое-то животное вообще. And that's the book of Revelation. И вот эта книга Откровения. Okay? Утконос Нового Завета. It's a strange animal. Странное животное какое-то. It's not one of the Gospels, Это не одно из Евангелий, but it has a lot of stories with Jesus in it. но там много историй, в которых участвует Иисус. And it really does have good news. И там действительно есть благие, хорошие вести для нас в этой книге. And it's not really like the epistles, И это не послание какое-то. but there are 7 letters in it to the 7 churches. Но в этой книге есть 7 писем к 7 церквям. And it's not really history like the book of Acts, И, конечно же, это не история, подобно книге Деяний, but it is history of the tribulation written ahead of time. но это, с другой стороны, история великой скорби, написанная заранее. And so it is unique among all the New Testament books. Поэтому эта книга уникальна среди остальных новозаветных книг. And so this third way I want to think of Revelation is by thinking of it not in terms of how it fits among the New Testament books, И вот этот третий способ, как я вам предлагаю мыслить о книге Откровения, это думать не о том, как она вписывается в ряд других новозаветных книг, but how it fits among the Old Testament books. но думать о том, как она вписывается в ветхозаветный набор книг. Because in the Old Testament we have the law, the Torah, Поскольку в Ветхом Завете у нас есть закон Тора, and the writings, есть Писание, the Ketuvim, and we have the prophets, есть пророки, the Nevi'im. Навиим. And it is here, the prophets, that we should start to think of Revelation. И именно вот с раздела ветхозаветного пророков нам нужно начинать думать о книге Откровения. Because if you think about Isaiah and Jeremiah, Daniel, Ezekiel, Поскольку если мы вот вспомним вот этих больших пророков Исаию, Иеремию, Даниила, Иезекииля, and all of the 12 minor prophets, а также всех остальных 12 малых пророков, Isaiah, Jeremiah, Исаия, Ezekiel, Иеремия, Иезекииль, Daniel, Даниил, plus 12, плюс там другие Minor 12, prophets, да, okay. меньше. also Jesus Также Иисус in the Olivet Discourse, и его проповедь на Масличной горе, Matthew chapter 24, Matthew chapter 25. Матфея 24-25. See, all of this gets further unfolded in the New Testament. Все это позже раскрывается, разъясняется и уже наполняется деталями в Новом Завете. And so if you want to have a comprehensive study of eschatology, Поэтому, если вы хотите вот всеобъемлющим таким образом систематически изучить эсхатологию, comprehensive study of the Hebrew prophets, и если вы хотите всеобъемлющим образом исследовать еврейских пророков, you would take the major and minor prophets, то, конечно же, вам для этого понадобятся большие пророки, малые пророки, you would add an assortment from the Psalms, кое-что вы также сможете почерпнуть из псалмов. you would then add Jesus from his Olivet Discourse, Вам нужно будет взять также некоторые речи Иисуса, например, проповедь на Масличной горе. and you would finish it with the Apostle John in the book of Revelation. И вот такое всеобъемлющее исследование пророчеств Библии вы обязаны закончить книгой Откровения Иоанна. And so this is the third way I would like to think of the book of Revelation. Вот именно так я бы хотел, чтобы вы мыслили о книге Откровения. Because yes, it's the final word of the New Testament and the final word of the Bible. Поскольку эта книга говорит последнее слово в Новом Завете. Она говорит последнее слово во всей Библии. But it also serves as the final word to the Old Testament prophets. Но также эта книга является последним заключительным аккордом всех пророчеств ветхозаветных и новозаветных. Because much of what Revelation deals with, you remember, is the 70th septad from Daniel. Поскольку очень многое в книге Откровения, как мы уже говорили об этом, касается 70-й седьмины книги Даниила.
And it is the day of the Lord that every prophet spoke about. И это тот самый день Господень, о котором говорил почти каждый пророк. So, any questions on this? Есть ли какие-то вопросы здесь? Это Ветхий Завет Кетувим. Тора, Кетувим и Невим. Right, the law, the Тора или writings. закон, Писания и пророки. It's just the threefold structure of your Hebrew Bibles. Это такая вот трехчастная структура еврейской Библии. Okay. Revelation is the final word through inspired scripture. Откровение – это последнее, заключительное слово в богодухновенном Писании. When the Apostle John concluded Revelation, this was the closing of the canon. Когда апостол Иоанн завершил писать книгу Откровения, на этом завершилось написание библейского канона. And all of the church fathers who wrote in the 2nd and 3rd centuries, И все отцы церкви, которые писали во 2 и 3 столетиях, and even earlier, и даже ранее, First Clement was written in 95 AD. Климент I, например, Климент Римский, он писал в 95 году нашей эры. First Clement was even written a year before Revelation in 96 AD. Послание Климента было написано даже чуть раньше книги Откровения, в 95 году нашей эры. But it doesn't belong in the Bible. Но оно не принадлежит Библии. Clement knew that he was not writing scripture. Климент Римский знал, что он не пишет часть Писания. All the church fathers that wrote in the early centuries knew that they were not apostles. Все отцы церкви, которые писали там в ранний период, там, во 2-3 столетии, они знали точно, что они не апостолы. And they said so. Они так и говорили прямым текстом. Even the author of Hebrews said that he was not an apostle, but he studied from the apostles. Даже автор послания к евреям говорил о себе, что я не апостол, но я научился у апостолов. And the church fathers knew that the miracle gifts were done. И отцы церкви знали, что с даром чудес, чудотворения уже все закончено. They knew that the canon of Scripture was closed with the book of Revelation. Они знали, что книга Откровения, канон Писания завершился. Look with me, if you will, in verse 19 of chapter 1. Пожалуйста, посмотрите вместе со мной на 1 главу, 19 стих Откровения. And somebody can read verse 19. Прочитайте, пожалуйста, кто-то 19 стих. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого. Okay. We have an outline for the entire book of Revelation contained in that one verse. Вы видите, в одном стихе здесь план всей книги Откровения. Because, and we'll talk about more of what John sees here in chapter 1. Потому что мы немножко больше поговорим еще о том, что увидел здесь Иоанн в 1 главе, его видение. There's a whole vision that he sees while he's on the Isle of Patmos. Вот все это видение, которое перед ним, в то время как он на острове Патмос находится. But I want to start with this verse 19 because this gives us an outline for the entire book. Но я хочу начать именно с этого 19 стиха, поскольку он дает нам план всей книги. Jesus is commanding John to write. Иисус повелел Иоанну написать. And there are three things that he's told to write. И было 3 вещи, которые он повелел ему записать. There are the things which you have seen. То, что ты видел. Things you have seen. То, что ты видел. That's chapter 1. Это 1 глава. That's the vision we're going to see here shortly of Jesus in his priestly garments. Это видение, которое мы вскоре рассмотрим, видение Иисуса в его священнических одеждах. The 7 lampstands and the 7 stars. 7 светильников, 7 звезд. These are the symbols that we're going to see here shortly. Это все символы, которые мы вскоре с вами увидим. And this is the vision that John sees while he's on the island of Patmos. И это видение, которое Иоанн видит, когда он на острове Патмос. The second thing he's told to write are the things which are. И второе, о чем Иисус велит Иоанну написать, это то, что есть. Things which are. То, что есть. Present tense. В настоящее время. The things that are now. То, что есть сейчас. And these are the 7 churches in Revelation chapter 2 and 3. Так сказать, текущая обстановка. А текущая обстановка – это 7 церквей, о котором написано послание во 2-3 главе. These are the things which are. Это вот то, что есть. Что They are есть, то есть.
They are the circumstances that are taking place in Ephesus and in Smyrna and in all 7 of these churches that John is responsible for. Были определенные обстоятельства, текущие какие-то в Эфесе, в Смирне, во всех тех 7 церквях, которым писал апостол Иоанн и которым обращался Иисус. Okay? Да? То есть это в один момент, да? Эти только 7 церквей было или как? So, did these 7 churches were the only churches of that time, or No. не были единственные 7 церквей того времени? Yeah, there were all kinds of churches all over the world. По всему миру были самые разные церкви. The apostles had planted many churches. Апостолы насадили множество церквей. We know of lots of them because of Paul wrote letters to them. Мы знаем о множестве из них, поскольку апостол Павел туда писал письма. We know about Corinth and Philippi, Мы знаем про церковь Galatia. в Коринфе, Филиппах, Галатии. But these are the last 7 churches that are still under apostolic authority. Но это 7, последние оставшиеся 7 церквей, которые еще находятся под апостольским авторитетом, под апостольской властью. I want you to think about that for a moment. Я хочу, чтобы вы об этом подумали немножко. Because at this time, the Apostle John is the last living apostle. В момент написания книги Откровения апостол Иоанн является единственным живущим в теле апостолом. So far as we know, Насколько мы знаем. Paul and Peter died in the 60s. Насколько мы знаем, Петр и Павел, они умерли еще в 60-е годы нашей эры. So for all of the apostles that wrote the New Testament, И из всех апостолов, написавших Новый Завет, as far as we know, John is the last living apostle. насколько мы знаем, лишь Иоанн в момент написания книги Откровения единственный остался в живых. This is also the tradition that was recorded by Eusebius. И также есть церковная традиция, записанная Евсевием. Every apostle suffered a martyr's death. Традиция, говорящая, что каждый апостол пережил мученическую смерть. Не пережил, точнее, закончил жизнь мученичеством. Except for the apostle John. Кроме апостола Иоанна. He was the only one who died peacefully at an old age. Апостол Иоанн был единственный, кто умер в мире, будучи пожилым человеком. Although Своей смертью. there were people who tried to kill him. Несмотря на то, что были люди, которые пытались его убить. There's one legend, in fact, that he was thrown into a vat of boiling oil. Есть даже легенда, которая говорит, что его швырнули в котел с кипящим маслом. And it's not in the Bible, so we can't say it was true. Этого нет в Библии, мы не можем сказать наверняка, так ли оно. It's simply a legend or a tradition that the church fathers passed down. Это просто такая легенда, передаваемая по традиции отцами церкви. But if so, it does make another parallel with the life between Daniel and John. Но если это так, то тогда напрашивается еще одна параллель между Иоанном и Даниилом. An attempt to throw him in something so that he dies. То есть попытка кого-то куда-то швырнуть вместо смерти, знаете. But he didn't die. Ну, а Иоанн, если это правда, не умер. I Как think и he Даниил. had a nice hot bath. Я думаю, что у него просто была такая приятная горячая ванна. Okay. Спа. Maybe a spa. Yeah, he used the oil to Да. wash himself. Спа, знаете, в спа там они маслом намазывают, да? So the things which you have seen and the things which are. Итак, то, что ты видел, и то, что есть. You see, in other epistles, like the pastoral epistles, Видите ли, вот в других посланиях, как вот в пасторских посланиях, Paul was giving instructions to Timothy and Titus. в них Павел дает наставления Тимофею и Титу. And those were instructions for how to operate in a local church after the apostles were gone. И вот эти инструкции Тимофею и Титу касались того, как вообще должна функционировать поместная церковь вот уже после того, как апостолы покинут этот мир. And I think likewise, the 7 churches in chapters 2 and 3, these are the Apostle John's instructions for churches to operate after the apostles are gone. И я думаю, что подобным образом послание 7 церквей это уже как бы послание 7 церквям, простите, это уже как со стороны апостола Иоанна послание вот, по местным церквям касательно того, как им жить, как им функционировать после того, как апостолы, или точнее апостол, единственный Иоанн, покинет этот мир. So when I teach ecclesiology at Austin Bible Church, Поэтому, когда я в библейской церкви Остин преподаю экклезиологию,
specifically church polity, the government of a church. Особенно управление церковью, как функционирование церкви, организацию церкви. I draw my material from 1 and 2 Timothy and Titus, Я материал свой беру из 1 Тимофея, 2 Тимофея, Титу, but also from Revelation chapter 2 and 3. но также из Откровения 2-3 главы. The last word to the local churches from the last living apostle. Последнее слово по местным церквям от последнего жившего на земле апостола. Okay, then the third thing John is told to write И третье, что повелено написать Иоанну, are the things after these things. это то, что будет после сего. The things which are after the things which are. Что будет после сего? And so this is chapters 4 through 22. А это уже главы Откровения с 4 по 22. The things that take place after the things which are. Все, что произойдет после того, что есть сейчас. And just in case you might miss it, И просто на случай, если вы что-то упустили, look how chapter 4 begins. посмотрите, как начинается 4 глава. The first three words of chapter 4 are after these things. Первые два слова 4 главы это «после сего». And so we have the marker in the text that helps us to identify from the outline in 119. И вот это маркер, определенный в тексте, который позволяет нам определить, в какой части мы находимся, согласно вот этого плана в 1 главе 19 стихе. So that no one can miss the significance of something new that's happening in chapter 4. То есть, чтобы уже никто не мог обойти вниманием, что в 4 главе начинается нечто новое и нечто значимое. Because the Apostle John is going to be caught up into heaven. Поскольку в 4 главе мы видим, как апостол Иоанн возносится на небо. In the body or out of the body, I do not know. В теле, вне тела, я не знаю. Probably out of the body in a vision. Скорее всего, вне тела в видении. Remember when Daniel was caught away to Susa? Помните, как Даниил в видении был перенесен в Сузы? Because he had to deliver the vision from chapter 8 in a perspective from Susa. Поскольку ему нужно было донести вот это видение в 8 главе Даниила вот с точки зрения вот как из Сузы. Daniel could not deliver the Persian prophecy from a perspective of Babylon. Даниил не мог донести пророчество о Персии, как бы глядя на это с точки зрения Вавилона. Likewise, John cannot deliver the tribulation prophecy from the perspective of planet Earth. И точно так же апостол Иоанн не мог бы получить вот это видение о скорби, как бы глядя на это глазами вот с планеты Земля, с точки зрения земной. He has to be caught up into heaven. Иоанну надо было вознестись на небеса. And once he has been caught up into heaven, he can then deliver the tribulation prophecy from a heavenly perspective. И будучи вознесенным на небеса, теперь он может уже донести до нас послание о великой скорби, глядя на весь этот период уже с небесной точки зрения, как бы сверху. And this becomes important as well because what is the church going to, how is the church going to view the tribulation? И это также очень важный момент, потому что вопрос возникает, как же церкви смотреть на великую скорбь? Какое отношение церкви должно быть к этому? Is the church going to be on earth to watch the tribulation on earth? Будет ли церковь во время скорби находиться на земле? Будет ли церковь смотреть на великую скорбь с земли? Да, вот по горизонтали. Because the church is going to be raptured to heaven. Нет, такого не случится, потому что церковь вознесется на небеса. We won't see the tribulation here on earth. Мы не увидим великую скорбь здесь на земле, мы не будем ее участниками. The perspective you and I will have, we will watch the tribulation from heaven. А та точка зрения, которая будет у нас, мы будем смотреть на великую скорбь с небес. And this is why John was caught up to heaven at the beginning of chapter 4. И вот почему в начале 4 главы апостол Иоанн оказывается вознесенным на небо. He has to observe the judicial functions that happen in chapters 4 and 5. Он, во-первых, Иоанну нужно увидеть вот эти все юридические, судебные вопросы, которые решаются в 4-5 главе.
And then he observes the tribulation that unfolds in chapters 6 and following. И также, начиная с 6 главы, апостол Иоанн видит, как разворачиваются события великой скорби. Okay, so if you like, this can also become an argument for the pre-tribulational rapture of the church. Ну, и да, вы даже этот момент структуры книги Откровения можете использовать как аргумент в пользу претрибуляционного восхищения церкви, то есть восхищения церкви перед великой скорбью. Because these chapters happen after these things are finished. Поскольку все эти главы, связанные со скорбью, уже происходят после всего, то есть после того, как век церкви закончился. Remember in Daniel chapter 9 we paid attention to after the 69th week? Помните, в Даниила 9 главе мы уделяли внимание тому, что случится после 69-й недели. По истечении 62 седмиц. Because it wasn't during the 70th week. Поскольку it was during the 70th. It was not during the 70th week. Поскольку не во время 70-й седмины. It was after the 69th week that Messiah was cut off and the city was destroyed. То есть Мессия был убит и город был разрушен не во время 70-й седмины, но по истечении 62 седмин, после 69-й седмины. The tribulation doesn't happen during the church. И великая скорбь не происходит в течение века церкви. The tribulation takes place after the church. Великая скорбь происходит после того, как век церкви закончится. Make sense? Достаточно ли это понятно? Можно лишь 9. 9:26. So if we want to outline the book, we can outline it this way. И если мы хотим сделать план книги, то мы можем ее так расписать. The things which you have seen is chapter 1. То, что ты видел в первой главе. The things which are is chapters 2 То, and что 3. есть, 2 и 3 глава. And the things which will take place after these things is chapters 4 through И то, 22. что будет после всего, главы с 4 по 22. We can also outline the book of Revelation dispensationally. И также мы можем сделать так, распланировать книгу Откровения диспенсационно. Do you like to think about dispensations? Вам нравится размышлять о диспенсациях? That's good. Это хорошее дело. Okay. Last week I told you to forget about dispensations for the book of Daniel. На прошлой неделе я сказал вам в книге Даниила, забудьте про диспенсации. Because Daniel in the Old Testament didn't know about the church. Поскольку Даниил, находясь в Ветхом Завете, ничегошеньки не знает про церковь. The church is still a mystery for Daniel. А церковь все еще тайна для Даниила. And so he can have empty thrones in chapter 9 that he doesn't know about. И в 9 главе у Даниила может быть опустевший престол, о котором он даже не знает. I'm sorry, empty thrones in chapter 7. Я прошу прощения, опустевший престол в 7 главе, о котором Даниил не знает. He can also talk about a vacated throne and a reseated throne. Также Даниил может говорить о не занятом и о занятом престоле. And he can give a span of Gentile history here without any reference to anything dispensational. И Даниил может нам привести весь этот период от незанятого к занятому престолу, все эти языческие империи, которые будут в этом промежутке, и без всякого обращения к диспенсациям, просто историю языческих империй. Which is why I think it's useful to stop thinking in dispensational terms while you're studying the book of Daniel. И почему я считаю, что на время изучения книги Даниила это хорошо, перестать мыслить диспенсационно на какое-то время. But just the opposite when you're studying Revelation. Но когда вы изучаете книгу Откровения, надо сделать совершенно противоположно. I think it's critical to study in a dispensational mindset the outline to Revelation. Я думаю, что совершенно необходимо именно диспенсационным образом исследовать книгу Откровения. Because John is writing as a New Testament apostle. Потому что апостол Иоанн пишет, будучи новозаветным апостолом. He's writing in the Greek language as a part of the Greek canon of Scripture. Он пишет на греческом языке. То, что он написал, это часть греческого канона Писания. Although he is writing to close the prophetic material from the Hebrew Old Testament. Хотя то, что он пишет, очень близко к пророческому материалу из Ветхого Завета.
So because of all these things, I think it's useful to think dispensationally. И по причине всего этого, я думаю, это полезно для нас мыслить диспенсационно, исследуя книгу Откровения. Включать диспенсационный тумблер. So we can think of the dispensation of the church in chapters 1 through 3. И потому мы можем видеть диспенсацию церкви в главах с 1 по 3. That includes the vision that he sees in chapter 1. Которая включает видение, которое он видит в 1 главе. Plus the things that are in chapters 2 and 3. Плюс текущую обстановку в главах 2 и 3. То, что есть. We can think of the tribulation. Мы можем видеть диспенсацию великой скорби. Remember, this is the tribulation of Israel. Помните, это великая скорбь для Израиля, бедственное время для Иакова. The time of Jacob's trouble. Да, бедственное время для Иакова. You said that right, didn't you? Yeah. Chapters 6 through 19. Главы с 6 по 19. Now, when you outline it this way, you're going to have a couple of gaps. И если вы таким образом, у вас идет план книги, то, конечно, будут там несколько эпизодов, которые выпадают из I плана. left out chapter 4 and 5, and that was on purpose. И я 4 и 5 главу как бы упустил, и я сделал это целенаправленно. Chapters 4 and 5 are an interlude that take place in heaven. Главы 4 и 5 это своего рода вступление, и они происходят на небесах. And so Это уже не вступление, а такая как бы небесная сцена, вставка такая, перебивка, да, как бы, которая имеет место на небесах. So like in Hollywood, in the same time in heaven. Yes. Да, то в это время на небесах. And we did a lot of this in Daniel chapter 7. Мы видели много похожего в 7 главе Даниила. There was a lot of back and forth from earth to heaven, earth to heaven. Очень много переключений как бы ракурса с небес на землю, да? We'll see similar things in the book of Revelation. Похожее что-то мы увидим в книге Откровения. But to outline it dispensationally, you have the church in chapters 1 through 3 and the tribulation in chapters 6 through Но 8. для того, чтобы диспенсационным образом сделать план книги Откровения, то надо церковь видеть в 1-3 главе, надо видеть великую скорбь с 6 по 19 главу. And then we have chapters 20, 21, and 22. И потом главы 20, 21, 22. And again, we're going to identify these slightly differently. И опять же, мы там немножко по-другому будем уже определять. You may also be introduced to some terms you've not heard before. Вы можете услышать термины, которых ранее не слышали. Because there's a millennium. Например, тысячелетнее царство. And how many years is the millennium? Сколько лет длится тысячелетнее царство? 1000 years. It's a trick question, isn't it? Да, такой очень хитрый вопрос, запутанный. Це буде на екзамені? So, are we going to have it on a test? Like, no, actually, I took it off the test. Да, нет, я убрал его из экзамена. How many years in a decade? Да, сколько лет в декаде? 10. It's a trick question. 10 years. So, The name itself tells you. да, само по себе имя, да, говорит вам. Okay. And then we have after the millennium. И потом описано происходящее после тысячелетнего царства. And after the millennium, И после тысячелетнего царства. it's kind of like after these things. Это вот как после всего этого. After the millennium, we have chapters 21 and 22. После всего это у нас 21-22 глава. The millennium occurs in chapter 20, Тысячелетнее царство описано в 20 главе. sort of, Типа, как бы. not really, Но вообще-то не описано так по-настоящему. but sort of. Ну, типа, как бы описано. And I'll teach that for you when we get there on Thursday or Friday. И я вам это покажу, и вы это лучше поймете в четверг или в пятницу. Because the millennium is really no big deal. На самом деле, тысячелетнее царство это не такое уж большое дело. Am I shocking you this morning? Я вас, наверное, шокировал сегодня. Okay. Normally, when people teach prophecy, Обычно, когда люди преподают пророчество, when they teach eschatology, когда люди преподают эсхатологию, the millennium is a great big deal. то, конечно, там тысячелетнее царство это ой, какое важное дело. It's the biggest thing ever. Это самое вообще значимое событие, когда-либо происходившее в мире. It's 1000 years long. Это ж 1000 лет продлится. But when I teach eschatology, the millennium is no big deal. Но когда я преподаю эсхатологию, то тысячелетнее царство не такая же важная вещь. It's only 1000 years long. Подумаешь, какая-то 1000 лет. It's over before you know it.
Это 1000 лет закончится раньше, чем вы это заметите. Because the bigger deal is after the millennium. И куда более значимое это то, что произойдет после тысячелетнего царства. We have 2 full chapters, 21 and 22, Потому что целых 2 полных главы, 21 и 22, after the millennium. описывают нам ситуацию после тысячелетнего царства. What the Apostle Paul calls the dispensation of the fullness of the times. И апостол Павел называет это диспенсацией полноты времени. The fullness of times. And if you've never studied this before, I'm going to introduce it for you in this class. И полнота времени, если вы никогда этого не слышали, то я покажу вам это в течение нашего исследования. So relax, Поэтому расслабьтесь. and we'll have some fun with it when we get there. Поэтому, когда мы до этого доберемся, вам будет интересно и забавно. So if you're thinking dispensationally, you have the church in 1 through 3. Поэтому, если вы мыслите диспенсационно, то вы увидите церковь в главах с 1 по 3, The tribulation in 6 through 19. великую скорбь в главах с 6 по 19, The millennium in chapter 20. тысячелетнее царство в 20 главе. Not really, but okay. Ну, как бы не совсем, но допустим, да. And then the fullness of time in 21 and 22. И полноту времени в 21 и 22 главе. Okay? And if you think I'm making it up, you can turn in your Bibles to Ephesians 1:10. И если вы думаете, что я это все придумал, то откройте ваши Библии на книге Ефесянам, 1 глава, 10 стих. It says, with a view to a administration or a dispensation suitable to the fullness of the times. В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. And this is where we get the title, The Dispensation of the Fullness of Times. Да, и вот устроение, да, или это вот то слово, которое мы понимаем как диспенсация. Именно отсюда мы берем этот термин диспенсация полноты времен. And this is the summing up of all things in Christ, things in heavens and things on the earth. И это тот этап в человеческой истории, когда все небесное, все земное соединяется под главою Христом. So we'll talk about that on Thursday or Friday when we get to the dispensation. On Friday morning, we talk about the dispensation of the fullness of times. И, наверное, в пятницу с утра мы с вами поговорим о диспенсации полноты времен. But it is the time after the millennium in Revelation 21 and 22. Но это время уже после тысячелетнего царства в Откровении 21 и 22 глава. Okay. Хорошо. Any questions on that? Есть ли до сих пор какие-то вопросы? You understand why this is a good argument for the pre-tribulational rapture of the church? Понимаете ли вы, почему то, что я перед этим сказал, это хороший аргумент в пользу претрибуляционного восхищения церкви? I'm going to read just a couple more things and then we'll take our first break. Я прочту еще несколько моментов, и потом мы перейдем к первому перерыву. Back up to chapter 1. Вернемся к первой главе. I'm not going to worry for now if you have chapter titles in your notebook or not. Yeah, they have the chapter titles. Okay, that's just for you and just for fun. It won't be on your test. Название глав у вас в конспекте это только для вас, это вам, так сказать, для забавы, и этого не будет в экзамене. Also, there's a map that has all 7 churches. Также есть карта, на ней показано расположение всех 7 церквей. Again, that's just for you and that's just for fun and it's not on your test. Опять же, это только для вас, это просто вам для развлечения, и этого не будет на экзамене. Okay. But I want to look at chapter 1 here before our break. Но я хочу кратко взглянуть на первую главу перед тем, как мы уйдем на перерыв. And you'll notice that John is on the island of Patmos. И вы, наверное, обратите сразу внимание, что Иоанн в этот момент находится на острове Патмос. Look at verse 9 to start with. Посмотрите, пожалуйста, на 9 стих, вот, чтобы We will начать. look at verses 1 through 8 shortly. Кратенько взгляните на стихи с 1 по 8 также. But the story that explains this can be seen in verse 9. Но история, которая здесь разъясняется, мы можем ее увидеть в 9 стихе. That he is a prisoner on the island of Patmos. Иоанн называет себя заключенным на острове Патмос.
and that he was in the Spirit on the Lord's day. И Иоанн был в духе в день воскресный. That's meaning he was caught up into a vision or a spiritual ecstasy. Иными словами, что на него вот накатило какое-то видение или какое-то особое состояние духовного экстаза. And behind him he hears a loud voice И позади себя он услышал громкий голос, telling him to write a book. который говорил ему написать книгу. And he's going to write to 7 churches, И апостол Иоанн напишет 7 церквям the things which you see. то, что ты видел. So this is an agreement with verse 19, the things which you see. И это вот в согласии с стихом 19, да, стих 11, то, что видишь, напиши в книгу. So in verse 12 he turns to see. И в 12 стихе апостол Иоанн оборачивается, чтобы что-то увидеть. Yeah? If you hear a voice behind you, you want to know who it is. Если вы просто слышите за собой какой-то голос, вы же не знаете, кто там вам говорит. Especially if it's a voice you haven't heard for a very long time. Особенно если это голос, который вы уже давненько не слышали. But you remember the voice of the Lord you love. Но вы помните, Иоанн помнил голос Господа, которого любил. So you turn to see him. Поэтому закономерно для него обратиться, повернуться, чтобы увидеть, чей голос. 12 стих. In verse 12 it says, I turned in order to see. И в 12 стихе говорится, я обратился, чтобы увидеть. And having turned, I saw. И обратившись, увидел. And then what follows is what he saw, 7 golden lampstands. И то, что он дальше увидел, вот описывается ниже. Это 7 золотых светильников. And in the middle of the lampstand I saw Jesus Christ. И посреди 7 светильников он увидел Иисуса Христа. And we have a great vision of him here that is very compatible with the vision that Daniel saw. И мы видим вот тут такое великое видение. Иоанн увидел Христа, и это очень похоже на то видение, которое видел Даниил. In your Daniel notebook, I gave you a side-by-side description of these two visions. В вашем конспекте по Даниилу я дал вам вот это вот параллельное изложение вот этих двух видений. And in verse 17, when John saw him, he fell at his feet like a dead man. И в 17 стихе, когда Иоанн увидел его, то пал к ногам его как мертвый. Remember when that happened to Daniel? Помните, что-то похожее стряслось и с Даниилом? And it was the angel Gabriel that helped to revive him and bring him back to his feet. И это уже там ангел Гавриил там подносил на шатырки, просто как бы поднимал Даниила на ноги и помогал ему, прийти в чувство. But for the apostle John, it is Jesus who takes his hand and lifts him up to his Но в feet. случае апостола Иоанна это уже Иисус берет его за руку, поднимает его